Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на канале Людмила Шпакова в потоке. Итак, мои дорогие, сегодня у нас с вами будет очень интересный разбор. Название к нему звучит так. Почему я не могу его забыть? В общем-то, этот разбор предназначен для тех, кто мучается от зависимости к человеку. То есть вы постоянно думаете о мужчине, вы, может быть, уже вас ничего не связывает, может быть, уже прошли годы, но вы постоянно интересуетесь его жизнью, может быть, заходите в соцсети, его ищете, или он как-то незримо присутствует у вас в голове. Вот мы сегодня с вами будем разбираться в психологических каких-то составляющих этой проблемы, в архетипических, при помощи архетипа Таро, что же здесь, собственно говоря, происходит, ну и, возможно, даже какая-то магическая составляющая всплывет, но это все мы загадывать не будем, мы будем смотреть, как оно есть. Итак, у нас 3 позиции перед вами. Пожалуйста, загадывайте себя, мои хорошие. И начнем мы с сигнификации вас. То есть сначала я расскажу, кто вы, что вы, в каких энергиях вы проживаете жизнь. Может быть, нам покажут, что у вас происходит сейчас, в данную минуту. Значит, после этого мы смотрим конкретный ответ на вопрос. Почему вы не можете забыть конкретного человека? Для того, чтобы направленность потока шла конкретно в вашу сторону, прошу вас держать его образ у себя в голове. Может быть, повторить его имя, чтобы конкретизация шла, конкретная информация. Значит, выясняем, чего там, почему, а потом мы с вами спросим у высших сил и получим ответ, что вам делать. Потому что, я думаю, это очень-очень важно понимать, в каком направлении двигаться, чтобы избавиться от этих мыслей. Итак, 2, 3 идут в ожидании у нас. Начинаем с единичек. Я проверяю, все ли у меня пишется. Вроде да. Кто же вы? Что у меня за люди пришли на единички, на первую позицию? Напомню, что традиционно читаю для девочек, но это не значит, что мужчины не могут смотреть расклады. Мужчины могут и мужчины смотрят. Пожалуйста, переделывайте под себя. Все то, что я говорю, вас касается, но немножечко все это переделайте под себя. Итак, кто же вы? Кто же вы? Угу. Вы знаете, здесь показывают энергии человека, который очень тяжело на что-то решается. Вы как будто бы очень часто упускаете свое счастье, упускаете какие-то, вы знаете, счастливые повороты, наверное, в своей судьбе, потому что слишком долго думаете. Вы человек очень рациональный, пентаклевый человек, то есть вы стараетесь держаться за фундамент, который вы уже создали. Фундамент для вас – это и какая-то недвижимость, в которой вы живете, и хорошая работа. Может быть, она не настолько хорошая, просто стабильная. Стабильная работа и семья, какие-то такие, знаете, незыблемые вещи. Это для вас очень-очень важно. Но, цепляясь за этот фундамент слишком сильно, вы упускаете какое-то истинное счастье. Потому что вы идете по перевернутому колесу фортуны. Колесо фортуны, это, первое, кармический аркан, который говорит об удаче, об успехе, который ждет человека. Но только в том случае, если он находится в прямом
положениях. Потому что в перевернутом положении колесо фортуны говорит о том, что удача находится рядом с вами, а вы или бездействуете, или проходите другим путем. И кто-то другой ее хватает, да, потому что это же энергия. Кто-то другой прошел, сделал необходимое действие и подхватил эту энергию удачи. А вы посмотрели на то, как ваша подруга выгодно вышла замуж, например, да, или кто-то заработал себе большие деньги и пошли дальше, да, внутри своей стабильности. Значит, что еще говорят о вас? Говорят о том, что вам очень тяжело доверять людям по причине того, что много было предательств, много было каких-то, знаете, закулисных игр в вашей жизни, и вы не можете расслабиться. Вы все время как будто находитесь настороже и ждете подвоха даже от близких людей. Но такие вещи, конечно, они тоже не случайны. Значит, именно близкие предавали, да, значит, именно на близких нельзя было положиться в вашей жизни. И получается, что вы не можете, знаете, вот открыть свое сердце и по-настоящему искренне любить. Любовь – это такая субстанция, да, которая заставляет нас полностью открываться, снимать с себя все маски, открывать все оковы. Да, а вы не можете. Не можете, как будто бы даже любя, вы находитесь в состоянии анализа. Да, правильно ли человек действует ли вообще, говорит ли, что говорит и так далее. Вот, значит, много существует обид у вас на каких-то близких людей, да, рядом с вами. В частности, здесь показывают некую женщину, моложе вас, скорее всего, или это ваша сестренка, или это какая-то дальняя родственница, подруга, может быть, да, для кого-то это может быть дочь. Но дочь только в том случае, если вы очень рано родили свою дочку. Да? То есть у вас не очень большая разница, там, допустим, 20 лет между вами. Да? Вот, значит, в этом случае мне здесь говорят о том, что какая-то женщина молодая, она вас подставила, предала, вы поспешили ей на помощь, оказали ей серьезную помощь, неважно какую, да, значит, а эта женщина, воспользовавшись вами, вас очень сильно подставила. Вот. Если мы говорим о дочери, то здесь может быть ситуация, когда дочь просто уехала от вас, да, то есть она вышла замуж или поехала куда-то учиться, а у вас, например, что-то произошло, да, требовалась ее помощь. Вот. И, значит, мне показывают, что вы находитесь в неких энергиях обиды на эту молодую женщину, сестру, родственницу, подругу, дочь. Вот. И как будто бы вот из-за нее у вас произошло очень мощное такое окончательное разочарование в людях. Ну вот как-то так. Понимаете, может быть, вас подруга увела того самого любимого, да, о котором мы сегодня говорим, которого вы не можете забыть. Пока показывают вот такую энергию. Хорошо, хорошо. Ну, давайте посмотрим, да, почему же вы не можете его забыть. Сконцентрируйтесь на мужчине, на его образе. И посмотрим. Человек, о котором идет речь, связан с вашей работой. Познакомились на работе, работаете или работали вместе, так или иначе. Так. Так. Ну вот смотрите.
Возможно, вы замужем, возможно, вы вместе с этим человеком не свободны. Да, у вас есть своя семья, у него своя семья. И здесь, вот смотрите, у вас были очень серьезные мысли, наверное, так можно сказать, и планы на будущее с ним. То есть этот человек – это действительно очень серьезный персонаж, если так можно сказать, в вашей судьбе. Вы считали, что он очень сильно подходит вам, что вы пара, император, императрица. Вы считали, что у вас есть некое совместное будущее, и это будущее подразумевает счастье между вами. Как-то, вот знаете, вам показалось, что с этим человеком все будет правильно. Во-первых, вы человек пентаклевый, да, как я уже сказала, и вы за основу, за фундамент между людьми, вообще в отношениях и в жизни. И этот мужчина, он то ли хорошо зарабатывает, то ли он, вы знаете, во взглядах на жизнь очень соответствовал вам. Допустим, хотел вместе с вами путешествовать, хотел вместе с вами, там, я не знаю, читать, что-то покупать. Да? То есть у вас какие-то одинаковые взгляды не на то, как зарабатываются деньги, а на то, как их можно тратить. Можно или нельзя. Да? И вы с этим человеком очень сильно совпадали. На самом деле между вами очень мощные арканы. Очень мощные арканы. Как будто бы действительно, здесь вот смотрите, император, императрица, солнце и страшный суд. И колесница еще к тому же. Понимаете? То есть как будто бы вас специально свели с этим человеком для того, чтобы вы действительно отработали тематику семейной жизни. Я не побоюсь сказать этого слова, да, словосочетания, вы кармические муж и жена друг для друга. Потому что здесь все вытекает из этих арканов. Это старшие арканы, да, которые выпали на вас с мужчиной. По страшному суду вы пришли из прошлого друг для друга. Да? Император, императрица, это говорит о том, что вы муж и жена. В этой жизни вы не стали мужем и женой. У вас есть какие-то ограничения, которые вас сдержали. Но вот это вот, знаете, внутреннее знание того, что это ваш человек, внутреннее знание того, что что-то недоиграно, что-то недоделано, да, оно вам, собственно, и не дает покоя. Вы встретились, но вы априори не могли создать семью из-за своих ограничений. А по судьбе было ее создать. Понимаете? Мы встречаем кармических мужа, жену, да, если вы мужчина, лишь с одной целью. Нужно доиграть историю. Это значит, что в неком прошлом воплощении кто-то был убит или умер преждевременно, и люди не успели долюбить, не успели додать друг другу, допрожить какие-то эмоции. И поэтому высшие силы соединяют людей вновь, уже в нынешнем воплощении, для того, чтобы они сделали это, доиграли. Так вот, перед нами с вами, да, ваш настоящий кармический муж, кармический партнер, с которым у вас недоигранная история. И, к сожалению, в этой жизни вы ее тоже не доиграете, потому что у каждого из вас своя ветка реальности, да, своя жизнь. Но это значит, что встретитесь в следующем воплощении. Хорошо это или плохо, я не знаю, да, никто не знает. Но смысл такой, что вы не можете его забыть именно потому, что это ваш кармический муж, и история с ним не доиграна до конца, не доведена, вы недополучили, соответственно, это совершенно логично. Да? Вашу душу это продолжает тревожить. Что вам делать, мои хорошие? Что вам делать? Что вам делать? Что вам делать?
слушать себя, генерировать идеи, концентрироваться на собственном мастерстве, вы знаете, здесь на самом деле банальный совет, ну, потому что, по сути, когда мы говорим о кармических вещах, мы ничего сделать не можем. Ну, не можете сделать ничего, ни вы, ни какой-то специалист для вас. Это невозможно снять. Это не менталка, понимаете? Вот. Это более такие глубинные вещи. И вам здесь советуют концентрироваться на вашем сегодняшнем дне, на вашей сегодняшней жизни. Уйти, может быть, в какое-то хобби, в какое-то творчество. И генерация идей здесь как раз про это, да? Или, может быть, на работе генерировать какие-то идеи. Тут совет один – переключиться. Переключиться с этой тематики на работу, творчество, на какую-то деятельность для себя, да, которая вас очень сильно увлекает. Но я вам хочу сказать, что этот человек все равно фоном будет в вашей голове звучать. И только время, да, будет размывать вот эти вот границы между вами и им. И, может быть, время сотрет какую-то болезненность. Но образ его стереть внутри вас невозможно. Вам нужно нужно было доиграть эту историю. Вот здесь банальный совет: больше отдыхать, больше спать. Да, здесь говорится о том, что вы не спите, у вас какие-то проблемы со сном присутствуют. Вот, больше высыпаться, да, больше отдыха для себя. Может быть, отдых даже имеется в виду куда-то поехать. Да, не обязательно это вот просто больше отдыхать дома на диване. Вот, и переключиться на какую-то такую активную деятельность, где вы сможете занять свой мозг, свою голову, да, и это немножко облегчит ситуацию. Кардинально здесь сделать ничего невозможно. Хорошо. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Двоечки. Двоечки. Кто вы, что вы? Вы так сильно устали от отношений, вы так сильно устали от разочарований, от того, что мужчины приходят все по какой-то легкости. Вот какие-то последние мужчины, которые к вам приходили, хотели легких отношений, никаких обязательств, ничего делать я не буду. Значит, давай просто будем спать, просто радовать друг друга, подари мне эмоции. Да, вот это вот мужчины шли с таким посылом к вам. Вы настолько от этого устали, что вы вообще уже больше ни во что не верите. Вы разочарованы. Разочарованные, пребываете в каком-то, знаете, состоянии уныния и думаете о том, что все мужики одинаковые. Да, вот, все они похожи один на другого. Думаете, что любовь – это вообще не ваше кредо, да, и хватит уже с меня разочарований. Я себя раздарила людям. Вы такая кубковая женщина, которая пытается стать жезловой. Да, то есть вы пытаетесь переключить себя в жезловую королеву, но вы пока еще до нее не добрались. Да? То есть вы работаете над собой, прорабатываете себя, стараетесь как-то реагировать с точки зрения жезловой королевы, а не кубковой, да? Что это значит? Не быть жертвой, не быть слишком отдающей, слишком доверчивой, да? Не распахивать глазки при каждом приближении мужчины к себе, да? Вот, значит, быть такой проверяющей. Жезловая королева – это женщина, у которой есть своя жизнь, отдельная от мужчины, да? Которая может спокойно идти на работу к своим друзьям и не спрашивать у него какого-то разрешения.
Вот, значит, вы пока кубковая. И пока вы проходите сквозь вот этот период разочарований, да, каждый мужчина приходит, и когда он уходит из вашей жизни, у вас такое ощущение, что вас использовали. Один, второй, третий. И вот после каждого абсолютно остается это ощущение. А хочется ощущение ценности себя. Да? То есть как бы, чтобы кто-то восхищался вами, был искренен с вами, делал что-то для вас, чтобы вы почувствовали себя на коне. Очень хочется чувствовать себя какой-то значимой, не чрезмерно, да, хотя бы немного. Вот почувствовать эту внутренний стержень свой, что ли. Вот. Но, к сожалению, приходится идти самостоятельно. Никакой мужчина вам не дает этого ощущения. Значит, вы двигаетесь, очень много работаете, приняли решение обрубить всех мужиков. То есть не нужен мне никто. Уходим, товарищи, все, да, как бы в пешее эротическое путешествие. Вот. Я буду все добиваться, всего, да, добиваться самостоятельно. Вы работаете, если у вас есть дети, вы их сами обеспечиваете, вы ни от кого ничего не ждете, вы хотите строить свою карьеру, благосостояние. И единственное, что вы хотите в отношении мужчин, чтобы они вообще к вам за версту не подходили, не трогали вас и вот ничего от вас не ждали, не требовали. Ну вот как-то так. Хорошо. Теперь возвращаемся к нему, да? Давайте посмотрим, почему вы не можете забыть некого его, да, некого мужчину, который сидит у вас в головушке светлой. Карты перевернулись у меня почему-то. Угу. Ничего не пойму. Короче говоря, здесь даже не менталка. Ну-ка. Нифига себе, если честно. Ого. Так, я говорю прямо, да, значит, здесь вас к этому мужчине привязали. Привязали, ну, магическим путем, это 100%. Здесь есть привязка. Это не ментальная зависимость, да. Что такое ментальная зависимость? Когда вы с мужчиной очень сильно эмоционируете в сторону друг друга, очень много думаете друг о друге, между вами появляется канал, да, определенный. И в этом канале вы как будто бы встречаетесь и общаетесь, да, беседуете или целуетесь, да, вот. И вот этот канал, он называется ментальной зависимостью, да, когда вы периодически туда вот прям падаете, да, вам нравится там находиться. Даже если это болезненно, даже если это навязчиво, все равно
вот вы идете за некими эмоциями в этот канал, да? А привязка – это нечто совершенно другое. Совершенно. Вы можете сейчас смотреть на человека, который вам не нравится. То есть вы вообще думаете: Господи, да он урод, он сволочь, козлина какая-то, да? Я вообще не хочу о нем думать. Но вы постоянно о нем думаете. Более того, у вас могли быть отношения с этим человеком, и вы как будто бы себя заставляли в них идти. Может быть, даже был секс, которого вы не хотели, да, и не то, чтобы там было насилие, просто у вас было, вот, знаете, такое ощущение, что вас ведут куда-то на убой. Так вот, мои дорогие, сейчас ваша задача проанализировать всю симптоматику, о которой я говорю. Потому что я здесь вижу? Я вижу, что некая женщина, это сделал не он, некая женщина, вот она, некая женщина, это было очень давно, да, то есть это не пару месяцев назад, здесь у многих вообще годы, если честно, да, как бы привязанные. Идет цифра 3, может 3 года, может 3 каких-то иных срока, может 3 числа что-то было. Значит, здесь некая женщина сделала исключительно магическую привязку на вас к этому мужчине. Она была заинтересована, чтобы вы вышли за него замуж, что ли. Понимаете? То есть здесь существует привязка. Вы в этой привязке были жертвой. Может быть, это его маман, который хотел, чтобы вы вышли за него замуж. Да? Иногда бывает такое, что привязки делают жены, которые сами несчастливы в браке, и вот они привязывают другую женщину, иногда любовницу своего мужа, да, чтобы она была от него безумно зависима, и чтобы он наконец-то к ней куда-то там когда-то свалил. Вот. Очень часто такое бывает на самом деле. Вот. Значит, здесь некая дама сделала привязку на вас к этому мужчине для того, чтобы вы были зависимы от него, думали о нем, несмотря на то, что у вас может быть даже отторжение. Я не говорю, что оно у всех. Кто-то, может быть, по-настоящему был влюблен. Да? Просто здесь расклад общий. Если вы хотите посмотреть что-то лично, вот конкретно свою историю, приходите на личную консультацию. Да? А здесь вот из общего потока я вижу вот такую историю, да, что вот прям отторжение какое-то идет болезненное к мужчине. Вот, значит, здесь была сделана конкретная привязочка, и более того, эта магическая привязка существует до сих пор. Вы ее не развязали, даже если вы что-то делали. Ну, то есть как-то пытались это сделать. Здесь нужно понимать механизмы, как это было сделано, да, для того, чтобы понять, как это снимать. Ну, можно сказать, что это можно назвать словом приворот. Да? Существуют разные степени вообще всех этих вещей. Ощущение такое, что сделано давно, оно уже так укоренилось, да, оно влияет на вашу психику, на ваше самочувствие, на ваше ощущение себя. Вы чувствуете себя некрасивой, глядя в зеркало. Может быть, рано появились какие-то морщинки или внезапно поправились, да, то есть вот идет такое физическое влияние. Вот. Но чаще всего это вот это, знаете, ощущение несвободы. Вы постоянно мыслями возвращаетесь к мужчине. Это раз. И не можете найти себе другую пару. Понимаете? То есть как будто бы другие мужчины вас не видят. Здесь совершенно четкий ответ по вашей позиции. Может быть, вот это ваше ощущение, что нет достойных мужчин, оно тоже произрастает отсюда. Но это требует диагностики, мои дорогие. Да? Тут я не могу сказать сразу в общем раскладе. Значит, совет.
совет, 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 совет. Что вам с этим всем делать? Что вам с этим всем делать? Здесь блок на любые действия, если честно. Понимаете, по звезде я бы сказала, что вам нужно развивать свои внутренние какие-то то ли экстрасенсорные способности, то ли творческие способности. Понимаете, то есть вам внутри себя нужно растить свою собственную силу. Вы же знаете, да, что на настоящую ведьму, на ведущего человека редко можно что-то нацепить, да, редко можно что-то сделать. Может быть, это имеется в виду, потому что здесь стоит такое вообще прям закрытие всего и вся, всего и вся. А снять-то это можно или нет? Или что вообще происходит-то? Я ничего не могу понять. Ну, вы знаете, безусловно, вы можете найти себе специалиста и попробовать разорвать эту привязку. Это не совсем приворот. Это вот, знаете, какая-то интересная такая вещь. Если вы не будете с ним, то вы не будете ни с кем, как будто бы сказала эта женщина. Тут, по сути, сделано на ваше одиночество, на то, что вы не встретите себе достойного мужчину, если не будете с этим. Как-то, знаете, очень интересно все это завернуто, да, то есть это не совсем приворот. Приворот делается немного по-другому. Значит, здесь говорится о вашей внутренней силе. Здесь не говорится о том, чтобы вы шли и снимали этого специалиста, да. Это я уже от себя добавляю, что вы можете попробовать обратиться к специалисту, конкретно себя диагностировать, что из этого расклада касается вас лично, да, и подумать с этим специалистом, можно ли применить какие-то чистки, какие-то методы для того, чтобы вам помочь, да, вот. Но, по сути, здесь говорится о том, что вы сами должны развивать свою силу по звезде. И вы должны победить этого человека. Вы должны победить эту привязку самостоятельно. Когда ваше поле вырастет, станет более сильным, мощным, вы сможете это сделать самостоятельно. То есть вы эту привязку просто обрубите силой своих внутренних способностей, да, силой своей души. Но вот как-то так. Здесь вообще закрытие на закрытие, если честно, как бы ситуация такая не очень. Я бы все-таки, конечно, советовала сходить к специалисту и поработать, хотя бы как-то облегчить вашу задачу, да? Потому что задача сложная. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Троечки. Кто вы? Что-то вы сейчас находитесь в каком-то таком падении. Ну, по магу вы человек, который умеет управлять реальностью. Вы человек, который держит всегда все под контролем. Много учились в своей жизни, королева мечей, да, то есть
женщина, которая много чего знает, много чего умеет в разных аспектах бытия. И прошли через какую-то очень серьезную трагедию, связанную со словом брак, супружество. У кого-то это будет смерть мужа, у кого-то это будет серьезный развод, там, предательство и так далее. А у кого-то это будет невозможность иметь детей. Ну, а здесь башня бьет вашу императрицу. То есть случилась какая-то такая серьезная трагедия, потому что башня – это всегда то, что нас ошарашивает, это то, что приходит внезапно, да, такой внезапный пипец, да, чего мы не ждем. И оно рушит наше представление даже о себе. Но она, в принципе, призвана, да, разрушить человеческое эго. И, соответственно, башня всегда рушит наше представление о себе. Мы начинаем в себе сомневаться. Тот ли я, о ком я думал ранее, да? Как я думал о себе ранее. Вот. Значит, произошла какая-то трагедия. Это было связано вот именно с супружеством. И после этой трагедии вы впустили в себя энергию канала «Дьявол». Что это значит? Да? Вы позволили себе какие-то искушения. Может быть, это было одно искушение. С кем-то изменили, да? Мужу, допустим. Или если муж ушел из вашей жизни, да, вас понесло, например, вы стали менять мужчин, да, по дьяволу. То есть вы позволили себе больше не быть такой, какой вы были в браке. Ну, допустим, верной, иметь единственного мужчину в своей жизни и так далее. Вот, значит, вот такая история произошла. И дальше, что у вас произошло? Совсем недавно вы как будто бы, знаете, очень сильно мечтали о некой любви, причем мне не показывают человека, да, о котором вы мечтали. Это было просто вот внутреннее ощущение «я хочу любви». Может, от кого-то конкретно, может быть, гипотетически. Да, вот хотелось любви, бурлило что-то внутри вас. Оно продолжает бурлить, но как будто бы вы потеряли контроль над ситуацией. Может быть, какой-то мужчина вошел в вашу жизнь, и вы думали, что пусть он меня любит, а я буду его контролировать. Да? Вернее, я буду контролировать себя, свои чувства. И у вас это не получилось. Вы как будто бы, знаете, несетесь с горы. И ощущаете, что потеряли контроль не только над своими чувствами, но и над событиями, которые вас окружают. Вы очень контролирующий человек. Вы четко должны понимать, что будет завтра, что послезавтра, что у вас есть, где у вас подушка безопасности. Да? То есть вы все это должны знать. А из-за вот этих каких-то эмоций, чувств, да, к человеку, все, вот у вас все бразды правления рассыпались. Вы чувствуете, проседает там финансовая сфера, сфера работы, общение с детьми, родственники все уже забыли, как вы выглядите. То есть вы чувствуете просед определенный во всех сферах жизни. Именно из-за этих эмоций. Королева мечей сняла свои доспехи. Да, сняла доспехи, оказалось, что она внутри живая, чувствующая женщина. И вот поэтому все так произошло, как говорится. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, почему вы не можете его забыть. Почему вы думаете о мужчине. Почему?
Слушайте, мужик очень злобный, если что. Здесь менталка, здесь вот луна. Значит, смотрите, почему вы не можете его забыть. Здесь чистая ментальная зависимость. Мужчина думает о вас, вы думаете о мужчине. Вот, значит, ваши отношения, они в принципе были больше всего по переписке, да, даже если вы встречались, вы все равно как-то, знаете, чаще всего переписывались друг с другом. А может быть такое, что вы его в реале не видели, что это вообще в принципе интернет, это в принципе переписка. Так вот, ввиду того, что вы очень много всего домысливали себе, допридумывали, да, вы как будто бы сами и создали этот канал, сами и создали эту иллюзорную реальность. Значит, вы даже с ним общались на эту тему, то есть я думала о тебе, да, и ты мне вот это говорил. И он такой, я знаю, я тоже участвовал в этом диалоге, да, ментально. Вот, значит, здесь присутствует ментальная зависимость. С этим человеком она никуда не делась. И здесь и он, и вы заходите в этот канал, чтобы пообщаться. То есть вы друг с другом постоянно общаетесь внутри ментального канала. Вот это обрубается при помощи определенных практик. Да, это обрубается. Это можно обрубить. В мистериях и ключах у меня были практики. Да, вот ВКонтакте до сих пор можно подписаться на мистерии и ключи, на практике обрубания менталочки. Вот. На шабашах, когда мы делаем чистку, мы очень часто используем обрубание ментальной зависимости. То есть вот это решаемый вопрос. Вот, значит, ну и индивидуально тоже это можно сделать. Вот, значит, почему это существует? Как бы вы ни пытались, как бы вы это все не решали, мужчина продолжает думать о вас. Мужчина продолжает заходить в канал, и он продолжает вам стучать оттуда. Это, знаете, как будто бы у вас в вашем доме есть какая-то потайная дверь, да, которая выводит в некое пространство, да, и из того пространства все время приходит человек и стучит в эту дверь. Вот вы ходите, живете своей жизнью, а он вам тук-тук-тук, тук-тук-тук и постоянно напоминает о себе. Вот, значит, он думает о вас, он в вас влюблен до сих пор, да, не побоюсь этого слова, но он еще и зол на вас. Он как-то так странно влюблен. Во-первых, он считает, что вы его кармическая женщина. Во-вторых, он влюблен и злится на вас, хочет вас победить и хочет вам отомстить за что-то. Может быть, за то, что вы его послали. Может быть, за то, что вы его не полюбили таким, какой он есть. Да? А он здесь какой-то безответственный, злобный человек, который обвиняет всех окружающих в своих проблемах. Вот, значит, здесь человек хочет вам отомстить. Он не столько, вы знаете, не столько влюблен, сколько он влюблен, пока не одержит реванш. Я бы сказала, что он намеренно, специально вас дергает за эти ниточки, зная, что они существуют. Понимаете? Вот так. То есть здесь чистой воды ментальная зависимость и желание этого мужчины вас, вам отомстить, вас победить, да, и не столько это победа для завоевания, сколько это победа доказать себе, все-таки и она сдала свои позиции, да, то есть все остальные сдавали, она держалась, вот я и ее добил. Как-то так. Что делать? Что делать в этой ситуации? Угу.
Так, ну, здесь, конечно же, вам советуют полное безмолвие, да, полное молчание. То есть, вот смотрите, можно ли избавиться от ментальной зависимости самостоятельно? Можно, да, просто долго. И смотря в каком она состоянии находится. Значит, каким образом? Вы должны установить полную тишину, полное безмолвие внутри этого канала. Значит, почему мы туда прыгаем? Потому что мы испытываем, вырабатывается дофамин, мы испытываем удовольствие, да, как будто бы награждаем себя за что-то. И, конечно, если у вас в жизни происходят негативные события, то вы начинаете думать об этом человеке, и у вас вот что-то внутри такое, знаете, приятное начинает проявляться. Так вот, ваша задача не прыгать в этот канал, не прыгать в эти ощущения, не позволять себе получить от этого удовольствие. Это очень тяжело. Это нужно себя постоянно контролировать. Поэтому многие и прибегают, да, вот к магическим методам решения вопроса. Тяжело себя контролировать. Значит, не думать, не говорить. Как только диалог возникает в вашей голове, то есть постучался он оттуда, вы тут же прекращаете, да, и говорите: все, как бы я пошла, там, я не знаю, тереть морковку на суп. Вот все, я пошла заниматься другим делом. Вы себя постоянно должны отвлекать, контролировать и придерживаться режима тотальной тишины. Как только вы туда падаете и начинаете с ним снова переговариваться, все, считайте, что канал укрепился. То есть только тотальная тишина внутри канала между вами, да, ваш контроль себя может решить эту проблему. Ну или приходите это все обрезать, да, приходить. Ну, после отжига, если честно, и после вот этих вот обрезок ментальных, разные методы на самом деле существуют, все равно придется себя в руках подержать. Просто это попроще немножко становится, да, потому что на какое-то время вы прям будете в состоянии такой тупости, пустоты, как бы мне ничего не надо, и это легче переживается. Но правила все равно существуют, да. Не бывает такого, что вы ничего не делаете, а маг и волшебник вам раз отрезал, и вы такая счастливая, а мужчина такой весь думает о вас. Но это все работает немножко по-другому. У всего есть свои законы. Ну что, мои дорогие, благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.